Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подруги. Бритье. Бритье сегодня много вкусненького вам приготовил, в том числе. Совсем скоро я уже готов буду сказать за умывашку от DR Harris, потому что уже практически неделя прошла. Я ей пользуюсь. Пользоваться ей в принципе достаточно несложно. Каждый раз, когда после душа я выхожу, кожа на лице уже чистая. После этого достаточно просто так вот чуть-чуть смочить и... Первый раз я переборщил, знатно переборщил. Потом же я привык. Просто капельку вот так вот ставлю, небольшую. И так на лицо наношу. Все. Больше мне этот баллон не понадобится. Он лично для меня, он чрезвычайно экономный. И в принципе, его хватает достаточно надолго. Если у вас нет такой супер-пупер машины, как есть у меня, достаточно подрезать любимый ватный диск. Я так тоже делал. Нормально, вполне себе работает. Но у меня есть вот такая вот штука. Уже не помню, откуда она появилась. Может быть, из какого-то набора с Тайдом, может быть, из Америки привезли, не помню. Но в нее вставляется батарейка, и она мне экономит кучу времени. После того, как я вот сделал вот эту вот нехитрую процедуру, которая, собственно, вся-то занимает, я не знаю, от силы, может, минуту. Потом я просто умываюсь, и вот это вот все, оно расходится по лицу. Что я получаю взамен? Трудно сказать, что будет через месяц, через полгода, к примеру. Я вам могу сказать, что есть сейчас. Каждый раз, когда я вот этой вот фигней пользуюсь, то у меня шагреневая кожа. Да, реально. Я прям чувствую, как моя кожа становится другой. Она такая, знаете, как лаечка становится, какая-то бархатистая. Я, в принципе-то, никогда ее такой не ощущал, а тут она появляется. Почему? Не знаю, не знаю. Может быть, я делаю что-то не так, может быть, я поступаю неверно. Но, по сути, вот первый этап, вот то, что вот этой вжикалкой Карлсоном маленьким, это как скрабом. А потом, просто как умывашка на все лицо идет. И вот это вот ощущение, знаете, вот матовости, оно приятно. Согласен. Жирность уходит, черные точки, конечно, они тоже уходят. Самое приятное, что этот эффект для меня длится где-то в пределах, может быть, 6-8 часов. Потом, да, человеческий организм берет свое, то есть начинает опять вот этот пот, то все. Это да, не без этого. Но, тем не менее, вот эти вот 6-8 часов приятно. Я как-то, знаете, уже привык, каждый день такой фигней занимаюсь, и, в принципе-то нормально. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас пока вот только эти впечатления. Что же до основного нашего действа? Ребят, вы давайте на крупный план, я вам там покажу, что сегодня вкусненькое, а сам тут уже начинаю маленечко заниматься. Давайте, догоняйте. Пока мы идем по наступательной. Волга у нас уже была, убираем. Эрби у нас уже был, убираем. Следующий у нас Тимор 1322. И останется только ретро. Наши заслуженные старички. Так вот, Тимор. Вес станка 64 грамма. Длина ручки 82-83 миллиметра. Длина самой головы 42 миллиметра. Ее ширина 25. Тимор 1322 это ярко выраженная бабочка. Здесь никаких разделений. Ручка в сторону, голова в сторону, 2-3 составной нет. Это та же самая бабочка, которые были накануне. Качество исполнения вполне себе достойное. Конструкция головы не позволяет скрывать лезвие полностью. Здесь по торцам оно будет торчать. Это мы сейчас поставим лезвие, вы сами увидите. Но что касается внутри, снаружи, где бы вы ни смотрели, качество, скажем так, вполне себе достойное. На ручке есть насечка. Насечка руку вам напрягать не будет, она не острая. Но тем не менее достаточно информативная. Как будет во влажном состоянии себя вести, это мы с вами посмотрим. Но пока же нравится, больше нравится, скажем так. Крутилка на конце этой ручки позволит вам открывать лопасти. У ней тоже есть насечка, но она такая более сглаженная и волнистая. С торца, что-то там есть торца, сейчас так разглядеть не могу и не скажу. Изнутри он выглядит вот так.
По лезвиям, конечно же, хотел поставить Feather. Feather или Polysilver. Но после того, как ребята сказали, вот что там, вот за Big, можете сказать, Big Chrome Platinum, и там маленькая дискуссия развернулась, я подумал, а почему бы и нет, почему бы не поставить Big. Еще ребята спрашивали за Неву, по-моему, но Невы у меня не оказалось, не нашел я ее. А Big Chrome Platinum у меня есть. Так, новая пачка, давайте ее откроем. Ну, упаковка такая, я вам скажу, приятная. Внутри нет никакого клея. Качество печати не вызывает каких-то нареканий. Частенько замечал, если попадаются фейковые лезвия, то там достаточно смазанная такая печать, по крайней мере на рапире я такое видел. Лезвие фиксируется хорошо. Вот видите, по краям выход лезвия. Вылет равномерный, нареканий вообще ноль с обеих сторон. Вполне себе. Вот сегодня им и побреемся. За мыло вам говорить ничего не буду, вы его и так уже знаете. Объясню, почему я решил к нему вернуться на крупном плане. А по мазкам же сегодня у нас будет омеговская синтетика за 3 копейки, то есть за 6 евро. Не так давно, по-моему, в прошлом или позапрошлом видео один молодой человек обратился, говорит: ребята, у меня чувствительная кожа, хочу синтетику, какую посоветуете? Да вот он. Вот. А, ему, кстати, бюджетный вариант нужен был. Вот он бюджетный вариант. Очень хорошая, качественная вещь за небольшие, совершенно небольшие деньги. Она у нас уже была не единожды на обзоре, сегодня будет еще раз. Автошейв Прораза. Прораза, который любезно предоставил опасная бритва РФ, приходит вот такой вот коробочки, желтенький, красивый, в бальзам. И такой, знаете, какой-то весь такой, такой прям нарядный какой-то, праздничный. Баллончик стандартный для компании. Меня особенно заинтриговала вот эта надпись Wood and Space. Wood — это дерево, Space — это, как правило, специи. Ну, звездная пыль еще иногда так называют, Space. Ну, я думаю, что специи. Посмотрим, как он будет играть по запаху. Естественно, русская наклейка тоже есть, потому что все-таки опасная бритва РФ официальный дистрибьютор. Упаковка замурчательная. Мне просто нравится. Ну, Прораза. Дозатор. Да, обыкновенный дозатор. Ой, парни, блин, чую. Запах бомбический. Одеколон обзора будет La Lue Encre Noir. Это что-то с чем-то, ребята. Это вещь, которая мне всегда нравилась. К сожалению, это не мой, это Александр, царство ему небесное. Он предоставил нам его на обзор. Приходит вот такой вот черной стеклянной бутылочки, ее называют чернильница, непрозрачная. Говорят, что это аналог какой-то там, которая была выпущена на заре прошлого столетия. И вот ее, грубо говоря, повторили. Сделал какой-то там знаменитый дядька, который вот прибивается вот по этой штуке. Ну, короче, там перец крутой, и вот сделал вот такую вот крутую классную штучечку. Флакон чернильница, крышка. Ну, ребят, но она деревянная. Или шпон? Нет, это дерево. Но если шпон, то очень качественный. По весу тянет на какое-то легкое дерево. Здесь La Lue. Надпись компании, кто производит. Пластиковая крышка вмурована в это деревянное. Дозатора здесь никакого, ребята, нет. Здесь есть просто вот такая пшикалка. Запах, я лучше на крупном плане, парни, потому что это не запах, это целая поэма какая-то. Приходит он вот такой вот коробочке. La Lue Encre Noir, везде надписи, необходимая информация. Да, ребята, не дешевый, зараза, но это одеколон с большой буквы, вот лично для меня. После того, как все это откроете, вот такой вот он проставочке будет храниться.
Ну вот и все, что, пошли бриться. Я сам себе вначале не мог, это я замочил уже, оно тут пару-тройку минут уже побыло. Сам себе вначале не мог объяснить. Давайте, наверное, на лицо пустим. Зачем я это делаю? Потому что мыло на обзор, как пришейф, работает нормально. Более чем завалено все. Ну какой, это я сам себе говорил, какой тебе вот, зачем тебе это надо третий раз одно и то же мыло гонять на обзоре? А потом понял, почему я это делаю. Привычка. Привычка не бросать дело наполовине и доделать все до конца, а потом уже идти дальше. В прошлый раз, когда это мыло было на обзоре, ребята правильно заметили, что, возможно, воды не хватило. И только потом я сам себе объяснил, что в принципе-то я неправильно все делал. Вот на прошлом обзоре я отжал полностью всю воду. И уже сухим по мазкам, сухой чаши работал по этому мылу. По сути, это очень нормальный, очень хороший способ, но для твердого мыла, которое тяжело сбить. А это же мягкое, это совсем другое. Поэтому решился дать еще один шанс, ну потому что, ну что на него крест ставить, если, допустим, у самого руки кривые. Правильно? Вот сейчас попробуем сделать его с водой. Если уж и с водой не получится, ну тогда, парни, ну я точно буду за себя знать, что я сделал все, что мог. Так, сегодня будет синтетика, вы уже в курсе. Сильно отжимать ее не будем, вернее вообще не будем отжимать. Здесь некоторая толика воды есть, вы это сами видите. Я думаю, что для начала этого будет достаточно. Давайте посмотрим, что мы сможем с него сколошматить. На этом этапе у нас задача всю вот эту вот воду, которая здесь есть, превратить в густой мыльный состав по первости. После этого превратить в жидкую пену. После этого превратить, ну, так себе пену. После этого должна уже пойти так, ну, пена. Потом мы ее все густим. И... Но все это делается с водой, не без воды. Так, смотрите, мы уже пару-тройку стадий проскочили. У нас уже пена появилась. Пока не считаю нужным, вернее, убирать мыло из чаши. Пускай еще пока побудет. Хотя оно так не думает. Уже он фигачит во все стороны. Ладно, раз ты так тоже не думаешь. А кстати, это еще один способ. Вот так вот просто оставить мыло в чаше. Размазать его. Я даже знаю так некоторых людей, которые так и поступают. Мягкое мыло, он берет там несколько кусочков тырс по чаше и фигачит. И пена у него каждый раз поднимается. После того, как поработал, он чашу моет, а мыло там остается. То есть, да, вполне себе, почему бы нет. Давайте и мы так поступим. Выковырять я его всегда успею. Есть пить не просит, а там, глядишь, где-то там пенку лишнюю, может быть, чуть-чуть даст. Впрямую по нему мы сейчас уже не работаем, мы работаем вокруг. Ну, на муль. Вылазит небольшой косячок по мазка. Руки мыльные, и вот за эту полукруглую его держать, ну, не совсем удобно. Он все норовит на свободу вырваться. Ну, ребят, что тут еще? Ну, все, харе. Давайте бриться. Как вы помните, у нас мыльной водички было предостаточно, поэтому сверху на нее, ну, она покушала, пока мы с вами пену сбивали. Сверху на нее мы сейчас добавили компрессик, так, завальцевали. Все, мы готовы. За это время пена никуда, вот так вот. Так видно, да? За это время пена никуда не делась, пока нормальная, что дальше будет, посмотрим. Сейчас сказать, сам за нее переживаю, блин. Ну посмотрим, что сейчас будет. Уже сейчас вижу отличие от предыдущего варианта. Она ложится по-другому. Да вы сами наверняка это видите.
Сейчас я оперирую, и в принципе как нормальная пена. Не зарежешь? Не обращайте внимания, это у меня сегодня первый день простуда выскочила, вот я ее и резанул. Не, ну мягкий, мягкий. Ребята, пока удивлен. Посмотрим, что будет дальше. Несмотря на то, что снял полностью все, то есть на первый проход прошел, явное ощущение, что на лице дофига чего. Мыло еще осталось. Да, вполне себе. Я не думаю, что это заслуга мыльной водички, пришеивая из этого же мыла. Скорее всего, тут начинает работать то же самое, а само мыло. Никакой резины вообще даже не было нифига. Рядом не стояло. Итак. А уж за свойства своего станка, ребят, я вам потом отдельно расскажу. Прикольно, прикольно. Вы знаете, если бы я не был участником этих событий сам лично, я бы вот сейчас сказал бы, это два разных мыла. Совершенно. Да. Парни, вы были правы, воды ему не хватило. Стопудово. Тогда я у нас ушняк приходил, и оно из вежливости. Но оно понимало, что я косячу. Но оно из вежливости в пыль сухую не превращалось, ну и брить по-человечески не давало. То есть вот в чаше, пока оно стояло, оно так держалось, а только на лицо оно и улетало. А здесь лялечка. Ну, посмотрите. Вуаля, каким слоем? То, что надо. Мама, я летчика люблю. Так, летчик высоко летает, и много денег получает. Обожает костюм моряка. Ребят, специально маленечко поменял ракурс, специально поставил камеру по-другому, чтобы чуточку лучше было видно, как, во-первых, эту сторону брею, а во-вторых, возможно, так лучше видно, как пробриваю вот эту вот носогубную вот эту вот часть.
И каждый раз, когда я к ней приближаюсь, у меня всплывает там недельной, двухнедельной давности вопрос парня: как так, я не могу здесь? Я каждый раз думаю, голову ломаю: как так, почему нет? Тут же все просто. Ну вот, оказывается, что не всем. Показалось, что раскрутился. Нет, не раскрутился. Ну, для мягкого станка-то да, неплохо. Ну и что ж, последний проход. Даже чувствую, маленечко мыло подзасохло уже. Ну, не то чтобы подзасохло, оно ближе к гипсу уже подошло. Чуть-чуть влагу уже утратило. Вы знаете, ребят, бритье не идеальное. То есть еще дофига чего поставалось. И в принципе это еще можно было бы убирать. Но сейчас вот я чувствую, что этот станок мне на этом лезвии не даст этого сделать. Все, что я могу, это просто завальцевать. Так, чуть-чуть, знаете, пробежаться, чтобы вот не так это явственно было. Да больше бы я не стал этим станком ничего делать. Он и так, в принципе, по эпидермису хорошо прошелся за счет того, что ну, лезвие это непростое. А если сейчас начнешь крябать, я лишь усилию этот эффект. Поэтому я, наверное, все как есть оставлю. Для себя выводы сделаю. И сильно-то упираться не буду, потому что, ну, от добра не ищут. Он, в принципе, так хорошо, нормально поработал. Для мягкого станка он отработал вообще неплохо. И автошейв? А, какой автошейв? Что мы по факту имеем? Ну вот смотрите, это что до самого помазка. Ну, синтетикой вас удивлять, она всегда была хомяк, она всегда что-то тошила. Смотрите, какая пена. Не, ну так, в прошлый раз тоже такая была пена, но в прошлый раз была пена, а в этот раз пена. Ну, она бреет. Прям, я уже и за чашку не говорю, смотрите, тут чашки еще сколько осталось. И, кстати, этот способ, я думаю, сработает, что вот если сейчас вот чашу взять помыть, но при условии, что это мое,
мне никуда торопиться не надо, и в следующий раз я буду бриться, я спокойно могу себе позволить вот такую штуку. А чё? А кто мне помешает? Лишний раз проветрится мыло, оно только хороших свойств наберет. Здесь оно не пересохнет, лишнего места не займет, а в следующий раз я спокойно замочу и спокойно в путь, и точно по такому же рецепту, и все нормально, все хорошо. Я скажу даже больше, если, допустим, вот я прям вот дальше бы на нем брился, я бы взял сейчас, пока оно влажное, разделил бы его на 2-3 кусочка и по разным краям чаши бы понатыкал, было бы еще круче, еще лучше. Так что работает, правда работает. Я первый раз в жизни так сделал, слышал, что так люди делают, но сам не делал, а тут сделал, и прикольно. Так, ну что, компресс и автошейф. Кайф. Вечный кайф. Знаете анекдот, да, про муху и слона? Как она ему в хобот залетела, а потом с другой стороны вылетела. Слон, не будь дурак, хоботом заткни, обратный выход, черный ход. Ну и стоит, балдеет, вечный кайф. Вот я бы так бы тоже болтался, вот вечно этот вечный кайф. Это прям вообще классная штука. Ну, живые, здоровые, побрились нормально, уже, слава богу. Да, это поганка, блин. Сколько лет она меня преследует, все никак от нее избавиться не могу. Так. Автошейф. Итальянцы не обманули. Вот если прям так, из флакона, знаете, вот так. Это не только дерево, не только спайси, острые, специи. Это, знаете, как бы не арабо-восточные напевы какие-то такие. Прям уж точно южный, север, запад, восток здесь рядом вообще даже не стоял. Нет, это юга, конкретные юга. Блин. Блин, эти прорады, что они творят? Блин, у них и так столько всяких хороших вещей. Они еще выпускают. Они что решили? Вообще всех с ума посводить. Ай-яй-яй-яй-яй. Много налил. Надо было в 2 раза меньше, даже в 3 раза меньше. Блин. Ну а это сейчас куда, чё? Ай, ворона, ладно. Так. Ну это сейчас будет тоже долго впитываться. Ну это от жадности, ребята. Запах понравился, я решил так вот бузануть, Парни, я не знаю, через сколько высохнет это молочко, этот бальзам. Я не знаю, что будет впоследствии, но по запаху, вот в моем понимании, он... Вот стоят вот красный, зеленый, да, раритеты, старички, ну дембеля, грубо говоря. А вот этот вот салабон подошел, тырц вот так вот, и сел рядом. Не переплюнул, потому что они разные, тут не переплюнешь. Те такие, эти такие, вот у каждого своя нота, и у каждого, знаете, вот свое направление. Это вот как вот стоит дот. Вот этот юго-запад сектор берет, этот запад северный, этот восточный. И здесь тоже, это знаете, вот как вот свое направление он забрал, и вот в нем фигачит. С теми направлениями он вообще никак не пересекается. У него свой сектор обстрела, вот он его и покрывает. А та да я. Блин, ну как же он шикарно пахнет, ребята. Парни, запомните вот эту желтую этикетку. Wood and Space. Может это просто Space, космос или еще что-то. Но космосом здесь не пахнет. Хотя я не знаю, как пахнет космос. Но я знаю, как пахнут специи, ребята, как Восток пахнет. Я был в Узбекистане. Шучу. Не, в Узбекистане я правда был. Зато в арабских кварталах в Америке часто был. Но в арабских кварталах я думаю, что пахнет арабами. Потому что у них там свой образ жизни, и там у них все по-своему. Поэтому, знаете, вот каждый раз, когда я какие-то вот эти созвучные нотки слышу, чувствую, мне вот внутри что-то отвлекается, потому что каждый раз, когда заходишь в какой-то незнакомый тебе квартал, в том числе и арабский, ребята, там все другое, там не только запахи другие, там и кухня другая. А как арабы мясо готовят? Ой, вот эти вот все бигмаки, фигмаки, тлен, это вообще ничто. Это даже не еда.
Это просто что-то вот такое, что-то вот выкинули на помойку, кто-то пришел, подобрал. А вот та еда. Как правило, это семейное предприятие, отец, сын, там, вот это вот шалупонь бегает, помогает, что-то делает. Как они мясо делают, а? Просто от раз и оно лопается, просто лопается и растекается. Но не об этом. А, ребята, ярко выраженная древесно-восточная направленность, аромат просто обалденный. Кто не может пройти мимо древесных, терпких, мускусных, запаха специй, ребята, ваша тема. К бабке не ходи. Просто обалденный, просто кошерный. Я не думаю, что вот во всех этих вот делах, вот по поводу сохнуть, там липкость, то все, он как-то будет сильно выделяться на фоне своих собратьев. Скорее всего, он будет точно такой же. Потому что, как я понимаю, делают какую-то общую базу, а потом просто разные отдушки добавляют, и вот получается разное молочко. Ну и, по крайней мере, я бы так делал. Нет смысла каждую линейку мешать отдельно, это себестоимость, то все, ну, сами понимаете. Но вот это... Ребята поработали на славу. Я вам так скажу, даже если из нас никто не будет покупать, на просторах земного шарика вот эта линейка не потеряется, ребята. Будут ее брать. Будут, и это будет топчик. Топчик однозначно. Не хуже красного, не хуже зеленого. Прям прям обалдеть. Опасная бритва РФ. Блин, вот прям жму кардан. Молодцы, молодцы ребята, что прислали вот эту штуку пацанам показать. Хорошая, отличная вещь. Наполовину уже высох. Чуть-чуть что-то осталось, но все же, что-то еще есть. Что касается умывашки от DR Harris, я вам за нее говорил, буду испытывать дальше. Через недельку еще раз вернемся и скажу, ну, помолодел, не помолодел, там, что ушло, что не ушло. А может быть и не должно ничего уходить, может просто он в этом состоянии должно поддерживать, да и все. Разберемся, к этому еще придет время. Станок. Но он мягкий. Он мягкий. Вот в моем понимании он бреет, ну, чуть-чуть, ну, не намного, но чуть-чуть, поагрессивнее, чем Вейши. Вейши он переплевывает, на мой взгляд, весом однозначно, Вейши легче. По качеству, ну, по качеству вы сами знаете, Вейши в последнее время очень хорошо подтянулись, там у них из хром, ром, там кожа, рожа, все дела, они тоже молодцы делают, неплохо. Но здесь все-таки нет никакого хрома, здесь сатин, здесь обработка другая, здесь нет вот этой вот показушной дешевой блескучести цыганской такой, знаете. Все-таки из говна ты конфетку не слепишь, то есть чем ты дешевле продукт отдаешь, значит ниже себестоимость, чем ниже себестоимость, тем значит ты ее за счет чего-то сокращал, эту себестоимость, правильно? Ты же не можешь делать Феррари по цене Запорожца. То есть ты как ни старайся, там, как ни тушься, как глазки-то не выпучивай, а все равно у тебя ничего не выйдет. Так вот и с Вейши. То есть вот там все-таки дешевизна станка чувствуется. И я не хочу сказать, что он плохой. Нет. Но просто то, что он недорогой, это видно невооруженным глазом. Здесь так не скажешь. Пускай он, да, тоже недорогой, но, по крайней мере, знаете, как вот говорят, бедненько, но чистенько. Вот здесь вот так вот. То есть здесь вот прям так вот, прям все вылизано, так все прям сделано, прям все так. Ну понятно, что это не нержавейка, но тем не менее вес имеет. Ну 64 грамма не хухры-мухры. Хотя в принципе по большому счету это вес большинства станков, но все равно как-то он тянет больше. Я сам удивился, когда увидел цифру 64, потому что вот так визуально в руке он тянет на больше. Держится хорошо, держится замечательно. И неважно, какая у вас рука, мокрая, в мыле, без мыла, или вы там что-то там где-то вот, все равно он держится нормально, хорошо. А вот бреет, ну в сочетании вот с тем лезвием, которое мы поставили сегодня, Big Chrome, злое, острое. Такое, знаете, вот что-то вот такое вот у нее есть, понимаете? Не кусучая, но злючая. Из-под тишка не бьет, но на стороже заставляет, так, знаете, держаться. Только-только расслабишься. Что-то вот такое вот. И несмотря даже вот на всю свою мягкость, до конца, мне кажется, это лезвие не удалось станку-то укоротить. Злючесть вот это вот, знаете, вот это вот. Все-таки в бике вот нет-нет, да и проскакивало. Что-то вот такое было. Остроты лезвия или моих рук деревянных не хватило, чтобы выскоблиться так, как хотя бы в 89-м или станками поагрессивнее. Все-таки какие-то, знаете, комочки вот такие вот остались. Сейчас они спрятались. Сейчас их значительно меньше, но я-то знаю, что они есть. Все такие труднодоступные места я, в принципе, поубирал. Но вот того идеального дельфина, которого я получаю на
станках поагрессивнее, к сожалению, мне добиться не удалось. И навряд ли бы удалось, потому что у меня, ну, собственно, щетина сама по себе такая, что мягким станком я ее не выскоблю. Я хоть до усеру буду тужиться, пыжиться, но все равно мне не получится. Все равно мне останется. Я это за собой знаю. Поэтому я сильно-то и не расстраиваюсь, сильно и не налегаю. Но осталось и осталось. Ладно, в следующий раз хорошим чем-нибудь снесу. По факту, лезвие не мое любимое. Станок, ну, лезвие. Я не люблю такие. Я люблю, знаете, вот, ты или такой, А тот вроде и острый, и вроде тебе шило в попу что-то там норовит, там, что-то как-то вот так вот. Вот так я его воспринимаю. Возможно, мы его просто не поняли друг другом. Но есть лезвия, которые я понимаю, и они меня понимают с первого раза. Тот же самый Feather, Persona, Polysilver, жилет голубой, так вообще лялечка. Ну, Астра не везде, ну да, тоже. Рапира свой в доску парень. Не всегда, не везде работает, но тем не менее я знаю, где он работает, я его туда ставлю, и никогда он меня не подводит. То есть вот с теми как-то проще. Это я не все еще перечислил, там еще есть. А вот с этим вот что-то вот настороже. Станок, ну, мое отношение к мягким станкам вы знаете, для новичков более чем. В любом случае, он не одно поколение еще научит бриться. Да, он не переплюнул Эрби. Да, он не переплюнул Перла. Перл все равно агрессивнее. Эрби все равно навороченный. Эрби там такой, там и все, и пошел. Ну, Франк, джентльмен. А это там что-то такой слабончик, мальчишечка, подросток, юноша. Что-то вот такое. Но все равно он свою нишу занимает, и молодец, хороший станок. За помазок что говорить, я за него уже говорил не раз. За это время он хуже или лучше не стал. Как он свою службу нес, так и нес. По мне, вот ему можно спокойно дать звание, допустим, ефрейтор. Не в том смысле, что там сопля, там ты нет, это там. Нет, не в этом смысле. А в этом смысле, в том смысле, что он над рядовым уже поднялся. Ну, до сержанта ему, конечно же, еще маленечко не то. Потому что он, ну, мягковат для сержанта. Вот сержант. Вот эти вот сержанты. Вот этот вот сержант. А вот это конкретно старшой сержант. Когда в рыло, ну, в смысле, и все, и нормально, и все ясно, все понятно, там есть кругом шагом марш. Он промнет как надо. А это тут больше деликатности, тут больше такое, знаете, вот еще не там, но уже не здесь. Вот что-то такое. Отличный, хороший помазок за 6 евро, это просто находка. Быстро сказка сказывается, да, дело долго делается. Эльвен Кренвар. Для моей жены это одеколон, как она говорит, нравится, но тяжелый. Мне он очень нравится, но это одеколон не на каждый день. Это одеколон, я бы сказал, статусный. Ну, понимаете, было бы странно, если бы 18-летний пацан брызгался вот такими вещами. И я его и воспринимаю, собственно, точно так же, потому что вот лично для меня в нем, сейчас секундочку, лично я в нем для себя нашел это ноты хвойного леса, спиленная какая-то сосновая деревяшка, древесина, то есть или сосну, или кедр завалили, и вот на срезе осталась вот эта капелька, и она куда-то янтарная течет по своим делам, а вокруг вот этого тамбре распространяется. Пока валили кедр или сосну, где-то какую-то травку прищемили, деревья помельче пострадали, и они тоже плачут, им тоже грустно, и они выдают свои вот эти ароматы, и все эти ароматы ты ощущаешь. И при всем при том, здесь есть определенная терпкость. Терпкость не морская, терпкость, я бы сказал, где-то от специй, где-то, возможно, даже какая-то мускусная такая терпкость. И вот это вот все сплетается воедино и создает такой букет. Каждый раз, каждый день этим трудно наслаждаться. А вот знаете, единожды, допустим, там 2-3 раза в неделю, вот это да, это хорошо. Если у вас есть, допустим, своя неделька, там, допустим, 7 каких-то позиций, и каждый день вы их меняете, и вот, допустим, сегодня этим, завтра тем, послезавтра тем, то да, тут он просто выстрелит
он будет на своем месте. Выберите ему день, брызгайтесь только им, и этот день будет вашим счастливым. Но если вы будете каждый день, я думаю, тяжело будет. Тяжело. Ну, не то чтобы тяжело, возможно, кому-то не тяжело, я за себя говорю, понимаете, я вот свое просто вот это выдаю. Каждый день нет, я бы не потянул. Но это я вот своим кривым языком, а есть люди, которые, возможно, даже деньги за это получают. И вот они, как они описали вот это, я хотел бы вам все это прочесть, потому что достаточно красиво, мне кажется, они обо всем этом сказали. Чисто мужской классический энкре-нуар, настоящий гимн аристократизму и ментальной зрелости. Представитель мужского пола, выбирающий древесный аромат, а Ланкве уверен в себе, привлекает благородством и чувством стиля. Умиротворенный, солидно спокойный, темперамент парфюма. Прослеживается в первых нотах зеленого кипариса, обладающего волной лесной свежести. Кипариса я вообще не почувствовал, но раз люди говорят, наверняка что-то есть. Сменяясь сердцевиной из пряного ветивера, он плавно, из пряного ветивера он плавно пересекает в оттенки бурбонского, гаитянского, египетского вида, принося ощущение дымно-мускусного присутствия тропической природы. Бархатное, слегка сладкое звучание придает в основе букета пудровый кашемировый мускус и горячие древесные ноты. Настоящая классика. В меру изысканный, сложный и брутальный, шик давно забытых лет. История флакона не менее знаменита, чем сам легендарный запах. Выполненная в виде непрозрачной чернильницы, бутылочка в точности повторяет модель Буше, созданную в 1913 году самим Рене Лапиком. О как! Рене Лапик. Не знаю, кто этот, но молодец, может, черную бутылочку сделал. Если подвести черту, одеколону 5, но не на каждый день и не для каждого. Кто любит вот все то, что вот я сказал, и то, что прочел, возможно, да, есть смысл задуматься, но прежде чем будете покупать, обязательно найдите его в продаже и попробуйте. Если просто так будете по интернету заказывать, ребята, все-таки есть какая-то определенная вероятность, что вы нарветесь на то, что для вас будет несколько тяжело. Это не тот запах, который вас придавит и будет тянуть к земле, нет, он средний. Но он все-таки, знаете, он вязко-бурбонный, такой вот какой-то бочковод заливистый, тропический, вот такой. Арабских напевов не увидите никаких. Но вот эта терпкость, мускусность, она в нем есть. И не всем она по нраву, это я знаю. Ну, на этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!